Всем привет, друзья! Вы на кулинарный канал Эми. Сегодня будем готовить зефир яблоко-брусника. Начинаем приготовить яблочное пюре для зефира. В яблоке есть много пектина. Яблоко выбрать зеленое, твердое, кислое. Подходит сорт семеренко и гренни. Сначала нам нужно яблоко запечь. Я разрезала на половинки и достала серединку. Убираем яблоко в духовку на 180 градусов 30-40 минут. Яблоко должно стать мягкими и немного выделить сок. Яблоко готово, нам нужно их пюрировать. Они очень мягкие. Яблоки немножко остыли, но они еще теплые. Нужно отделять мягкую часть от кожуры. Теперь пюрируем яблоко с помощью погружного блендера. Готовую смесь нужно накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник до полного остывания. Подготовила, отвесила яблочное пюре. Пюре брусника у меня покупная. Их прикладываю в чашу миксером. Также добавляю сюда белок. Взбивать буду чуть позже. В отдельном сотейнике смешаю воду комнатной температуры и также агар-агара. Старайтесь приобретать агар в кондитерских магазинах. Перемешаю. Воду с агаром я ставлю на средний огонь и постоянно помешивать буду. Нужно дождаться, когда агар вместе с водой начнет густеть. Мы видим первые пузырьки. Немного отодвигая с огня сотейник и высыпая сахар. И возвращая на огонь. Теперь на среднем огне уваривая сироп до температуры 110 градусов. Надо ориентироваться по виду. Он сначала закипит и буквально 2-3 минуты дать ему покипит. Лучше использовать погружной термометр. Периодически помешиваем сироп, постоянно за ним наблюдая, начинаю взбивать пюре с белком. Начинаю с небольших оборотов и постепенно буду увеличивать. Важно пюре с белком не перебить. Готовность мы можем проверить таким образом. С лопатки сироп стекает ниточкой. Это значит, сироп готов. Тем временем наш пюре тоже готов. Держится на венчике вот такая масса получается. Масса не должна быть слишком жидким. Снова начну взбивать на средней скорости и буду выливать туда горячий сироп. Медленно начинаю выливать сироп. После того добавила сироп, ставим на максимальную скорость и ждем, пока масса завьется в пышную воздушную пену. Заранее подготовила насадку с мешком и подготовила пергамент, на который я буду насаживать зефир. Спустя несколько минут взбивания получается такая консистенция. Смотрите, насколько она плотная. Она очень хорошо держится на венчике. Теперь важно очень быстро действовать. Быстро перекладывая весь зефир в кондитерский мешок. Лучше не оставлять зефир в чаше, чтобы он не завитривался, потому что зефир застывается очень быстро. Выбрала закрытая насадка. Приступая к отсадке зефира. Работать нужно максимально быстро. Сейчас зефир очень мягкий, то полностью стабилизации ему нужно от 12 до 24 часов. Оставляем его при комнатной температуре.
Прошло нужное время, зефир сверху подсох, внутри стабилизировался. Давайте посмотрим, какой зефир у нас внутри. Он легко режется ножом и внутри достаточно плотно. При сжимании он мне не придавливается. Зефир хранится герметичной упаковкой при комнатной температуре. Обсыпая сахарной пудрой. Приятного вам аппетита!